Привет всем, меня зовут Максим Борщ, а это значит, что мы с вами в Сочи. Данный ролик был выпущен при поддержке компании 1xBet. 1xBet — это всегда самые высокие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Ссылочка на канал находится в описании, ссылочка на сайт в комментариях. Заходите, регистрируйтесь и получайте крутые бонусы. Ну а мы начинаем. Ну, как вы поняли, я поехал на поезде вместе со своей тачкой. И скажу вам честно, в поезде нет ничего хорошего. Но видон вообще тут чума. Кайф. На самом деле я вписался в этот поезд только потому, что Суба едет в этом же поезде первым вагоном. Сам факт, что я еду со своей тачкой в одном поезде, это круто. У меня такого еще никогда не было. Первый раз в жизни я не вышел на своей остановке, а поехал дальше туда, сам не знаю куда. Но походу я еду в депо. А все потому, что я еду вместе со своей тачкой туда, где ее сразу буду забирать. И хочу посмотреть скорее, какой тут асфальт. Вот наш маленький вагон. Здесь где-то стоит супка посередине. И там такой лютый съезд. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет хардкор порно. С этой стороны съезд вроде выглядит гораздо лучше. Но я переживаю за вот это место, хотя я же на Субе. А Суба у меня высокая девочка, так что все будет круто. Моя маленькая монстра. Ее освободили от вот этих ремней. Сейчас я ее буду оживлять. Она зарычит на весь вагон. И будем выкатываться. Запела лайма моя. Как и любой нормальный автомобилист, начинаю знакомство с Сочи, с заправки. Заехал на Лучок, на Малышке, заправить полный бак сотки. Сотка здесь стоит 54-44, так что, в принципе, как и у нас. Записки путешественника. Только меня навигатор Макдональдс мог привезти сразу на пляж. Бля, прикольно. Блин, вообще крутяк. Нравится мне эта обстановочка, очень душевненько. Люблю со своей тачкой бывать в разных городах. Блин, очень круто. Смотрите, пляжик. Макдональдс. Кстати, я зашел только что здесь в Мак и прокачал только что их работников. Они мне сразу собрали мой любимый двойной чикенбургер. Как я обычно собираю дома сам из 2 чикенбургеров один двойной, здесь просто я сразу попросил выкинуть лишние булки и собрать его вместе. И получился вот такой красавец. На удивление, у нас чикенбургер стоит всего полтаху, а здесь 70 или 75. Вроде 70, не помню точно, чек я уже выкинул. Но, короче, мне нравится. Довольно атмосферно здесь вообще. На своей тачке на подрэпчик. Очень приятное ощущение. Что-то в этом есть. Еще бы Жигулей поменьше, так вообще супер стиль было. Можно даже было бы подумать, что за границей. Первый день, первые приключения. Я просто эти диски еще зимой недолюбливал. И они вот решили и в жаре тоже себя показать, как диски, с которых слетает резина. Чисто шинка на фоне небольших гор. Бля. Чувствую, это будут такие прикольные 2 недели. Хардкор порно. Зимой мне эти колеса голову ебали, теперь летом голову ебут. Я просто не понимаю. Ну не может, это же 10 или 10,5. Не такая большая ширина, чтобы 225-я резина с нее все время слетала. Бахнул 2 поворота. Первым все нормально, вот во втором я сразу почувствовал, что там что-то пробуксило. И все, грусть, печаль, тоска. Хорошо, через 200 метров была шинка. Пиздец. Думал, в Сочи не будет контента из серваков. Походу будет. Ебой. What you gonna do? Первый шиномонтаж. И не какая-то плановая шинка, а заплет. Люблю Субу. Заплетная тачка. Да, красивенько, действительно.
мало, для счастья надо, да, весной сменить немножечко обстановку. А еще путешествовать на своей тачке очень круто. Но я, конечно, такой долбоеб, что не взял хотя бы пару колес одетых. Ну, типа шины вместе с дисками. Блядь, так жестко. Хорошо рядом шинка была. Такой заплет бы сейчас стоял. Но мне точно кто-нибудь помог. Я ж на субе. Приехали в Горки город, отстояли лютую очередь на заселение. Как говорится, первый блин комом, первый номер дали во втором подъезде и дали подземный паркинг. А на втором подъезде нету лифта на подземный паркинг. Пришлось снова ехать на рецепт и говорить, чтобы дали 4-й подъезд, любой номер в этом подъезде, чтобы я спускался и поднимался, и тачка стояла прямо у лифта. I must have. Ну а вообще вот такой вот видон на район. Вон там пик, вон там вот снег. Вон канатка, которая куда-то туда едет и непонятно куда уезжает. Но сегодня я навряд ли там побываю, потому что я так устал, так хочу прилечь, принять душ. Просто уф. Сейчас вам покажу немножко апарта. Оп. Типа кухня, типа маленький балкон. Типа с кухни идем сюда. Здесь толчок, здесь кровать. И еще один балкон. В принципе, и все. Хотя нет, это один и тот же балкон. Прикол. Круто, блин, очень круто. Прям кайфанул, на тачке прокатился. Единственное, мне, конечно, суба, на ней лучше просто ездить. Потому что, мне кажется, дрифтить на ней будет вообще very dangerous. Так еще и, скорее всего, с этих дурацких колес будет постоянно раздеваться резина. И это очень опасно. Где-нибудь в горах расстаться без колеса. Ладно, будет круто, я что-нибудь придумаю. На часах 6 утра, мне не спится. А что может лучше всего сейчас меня успокоить? Правильно, заветные ключики в руках. И моя малышка, которая меня ждет. Сейчас прокатимся немножко. Посмотрим местные красоты на рассвете. Как раз машин немного. Это то, что мне сейчас нужно. Ты моя девочка. По-быстрому выехал из паркинга, чтобы там все машины не пиликали, никого не будить. Ласточка моя, просто очень красиво. Эти горы, эти белые пики. Там белый пик за деревьями. Здесь горы. Здесь очень круто. 6 утра. Сейчас попробую прорваться куда-нибудь. Где повыше. Да, конечно, тут виды просто бомбовые. И дороги, кстати, вполне отличные. Сейчас посмотрим, что тут за поворот. И что нас за поворотом ждет. Так, у нас первая остановочка. Только посмотрите на вот эту красоту. Просто ух. Горы захватывает дух. Я просто в шоке. Очень круто. Это просто очень атмосферно. Единственное, здесь очень дурацкий асфальт. Он такой прям гравийный. Какой-то прям крупнокаменный. И у меня почему-то, когда я еду на ручнике, прям дребезжат сзади колеса, они прям прыгают по нему, они скользят. Очень странно. Ну а вообще просто... Все это очень сильно захватывает дух. Очень круто, очень атмосферно. Главное без крэшей. До Сочи биться я не собираюсь.
такой стилек. Shit, man, goddamn. Нормальное начало выходных. Конечно же, я прекрасно понимал, куда и зачем я еду. Поэтому, в принципе, ничего удивительного я в этом не вижу. Сейчас буду снимать спойлер и как-то класть его в салон. Конечно, горы не прощают ошибок. Особенно на спуске. Просто хотелось именно в спуск пойти. Уф, немножко подскользнулся. И вот там вот в повороте бах! Жопа разлетелась в дребезги. На самом деле, выглядит все это довольно полого. Но когда едешь на тачке сверху вниз, все это довольно круто. Летел я из того поворота, переложился сюда и думал, мощно пройду. Такой, вот туда и туда дальше. Но здесь мокро и скользко. След летел и трахнул отбойник. Это опыт. Дрифт — это всегда опыт. У меня нету опыта езды по горам. Это в Питере можно там крутой между тачек. А настоящее это дерьмо, это когда ты чувствуешь каждый вот этот спуск и подъем. А здесь реально скользко, и это реально соль. Жалко лавку. Очень жалко. Ну, главное, что я успел сфоткать, пока она была целой. А так, конечно, блин, это было очень круто. Сказочный долбоеб. Крышка закрывается. Но вроде что-то закрывается. Ну, это, конечно, круто. Но я парень рисковый, ничего нового я о себе не узнал. В принципе, и дураку было понятно, что я отсюда целым не вернусь. Хорошо взял набор. Незабываемое ощущение. Жалко очень карбоновую ножку. Карбоновую ножку реально жалко. Но ничего, придется делать новые. Все, что не делается, все контенту. Главное, я успел сфоткать ее, пока она была цела. Вот дебилушка. Я был бы не я, если бы не полез сразу на гору. О, да. Лавку надо, называется, кому? Мне кажется, я не перестану угорать с этого сегодня. Просто... Это просто эпик фейл. Блин, еще очень забавно получилось с гуром, что я пошел и взял набор. Если бы гур не отъебнул, я бы набор не взял. А если бы я не взял набор, я бы тут вообще сейчас охуел. Ладно, буду откручивать, потом вам покажу и расскажу, как это было. Я закончил разбирать лавку. Пострадала у меня левая нога. Держалась она долго, мне даже турек как-то въезжал. Правая тоже чуть-чуть задета, но вроде более-менее. Лавка, естественно, треснула немного по швам, но это не важно. Убрало меня в крыло. Усилитель. Задний бампер. Сама, наверное... Ниша багажника здесь, да неважно. Ну и, конечно, досталось крышки по полной и левым фонарям задним. Чересчур переоценил свои возможности и ворвался на тяжелой субе, на такие около ТГшные расклады. Ну, конечно, блин, просто переборщил немножко, а так очень круто. Я получил массу удовольствия от того, что даже произошло. Асфальт здесь с лютой фракцией и, походу, засыпан солью. Он нереально цепляет. Прям видите, какой он крупный. Я даже не знаю, холодный. И вот, скорее всего, это соль. В принципе, я ребятам из Wheeldoctors говорил, что у меня по плану вернуться без жопы. Ну и в первый день я, конечно же, решил сразу это осуществить. Как я уже говорил, все, что не делается, все к тюнингу. Впереди еще 14 дней. Походу, судьбе будет очень плохо. Но мы ее потом восстановим. Восстановим всем Питер. Серега, что бы я без тебя делал? Твои стяжки сейчас будут меня выручать в Сочи. Блин, от души, братан, еще раз за них. Навел японский стиль. Вот теперь тачка, видно, что дрифтовая. Это вам не какие-то панты с огромной лавкой. Блин, мое бы это состояние чувства юмора сохранилось бы еще завтра. Но я уверен, что все будет круто, потому что я знал, куда еду, знал, зачем я еду. И, в принципе, это не самое плохое, что сегодня могло случиться. Кто-то дрочит, а кто-то в Сочи. Я снова приехал к отелю. Заметил, что подсбился развал.
Но я не уверен, что это из-за легкого касания отбойника. Потому что колесами я не бился. Скорее всего, что-то не так с моими задними этими тягами, которые кастомные. А может, просто сбился развал от того, что нагрузки большие, и он соскочил. Сейчас зайду в паркинг и, конечно же, еще раз осмотрю свой любимый автомобиль. Уф, блин, как же ей достанется за эти выходные.